Несмотря на весьма скромную численность, менее 200 тысяч человек, немецкие вооруженные силы считаются одними из сильнейших в Западной Европе. В чем причина такой оценки? В том, что Бундесвер прекрасно организован, вооружен и подготовлен, или в том, что другие армии Старого Света еще слабее малочисленных германских военных формирований? Попытаемся разобраться в этом, рассмотрев историю, организационную структуру, вооружение, перспективы дальнейшего развития современной немецкой армии. В Бундесвере не считают себя преемниками ни Рейхсвера Веймарской республики, ни гитлеровского вермахта. Он также не соответствует в полной мере традициям какой-либо бывшей немецкой военной организации. Бундесвер– это объединение вооруженных сил Германии. Земли Германии не могут поддерживать вооруженные силы, так как основной закон страны утверждает. Вопросы обороны попадают в исключительную ответственность федерального правительства. Бундесвер делится на военную, вооруженные силы, и гражданскую части. Военная часть федеральных сил обороны состоит из армии, военно-морского флота, военно-воздушных сил, службы поддержки, медицинской службы, кибернетической и информационных служб. Само название Бундесвер предложил Хассо фон Майнтофель, бывший генерал вермахта и политик Свободной демократической партии. Позднее название было утверждено западногерманским Бундестагом. Слово «бундесвер» переводится на русский язык как «федеральная оборона». По состоянию на 31 мая 2023 года численность немецкой армии составляла около 181 тысячи военнослужащих, находящихся на действительной службе, и 81 тысячи гражданских лиц, что ставит ее в число 30 крупнейших вооруженных сил мира и делает второй по величине в ЕС после Франции. С 2011 года призыв на военную службу приостановлен и введена система контрактного формирования. Кроме того, Бундесвер насчитывает около 34 тысяч военнослужащих запаса и второй резерв, еще порядка 20 тысяч человек. При военных расходах Германии в размере 55 миллиардов долларов в 2022 году Бундесвер занимает 7-е место в мире по объему финансирования вооруженных сил, хотя военные расходы только с 2022 года превысили рекомендуемый в НАТО минимальный предел 2% ВВП страны. ФРГ стала одним из первых членов НАТО после внесения поправок в основной закон, Конституцию, в 1955 году. Первый публичный смотр войск состоялся в Андернахе в январе 1956 года. Помощь американской консультативной группы способствовала передаче Бундесверу оборудования и военных материалов, преимущественно штатовского происхождения. В 1956 году была вновь введена воинская повинность для всех мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, позже дополненная гражданской альтернативной службой с большей продолжительностью. В ответ Восточная Германия в 1956 году сформировала собственные вооруженные силы Национальную народную армию, где воинскую повинность ввели только в 1962 году. Национальную народную армию распустили после воссоединения Германии в 1990 году. Во время Холодной войны Бундесвер стал основой обороноспособности НАТО в Центральной Европе и насчитывал почти 500 000 военнослужащих и 170 тысяч гражданских лиц. Хотя вооруженные силы Германии были меньше, чем у Франции и Соединенных Штатов, армия, ВВС и флот ФРГ имел значительное влияние в Старом Свете. Сухопутные войска состояли из 3 корпусов с 12 дивизиями, большинство из которых были вооружены танками и бронетранспортерами. Люфтваффе располагала значительным количеством тактических боевых самолетов и принимала участие в комплексной противовоздушной обороне НАТО. Военно-морскому флоту Североатлантическим альянсом отводилась функция защиты интересов альянса в Балтийском море. На момент воссоединения Германии в Бундесвере насчитывалось около 585 тысяч солдат. В рамках процесса объединения стран, в соответствии с договором об окончательном урегулировании, были подготовлены основные принципы слияния армий. После этого численность Бундесвера сократилась до 370 тысяч, из которых не более 345 тысяч служили в сухопутных войсках и ВВС. Таким стал вклад Германии в договор по обычным вооружениям в Европе. В результате Бундесвер значительно сократили, а бывшую Восточно-германскую народную армию расформировали. Часть ее личного состава, 50 тысяч человек, и техники передали 2 декабря 1990 года вооруженным силам ФРГ. Некоторые старшие офицеры, но не генералы, из ГДР подписали ограниченные контракты сроком до 2 лет для продолжения повседневной служебной деятельности. Персонал, пришедший в Бундесвер, заключил новые трудовые соглашения и получил новые звания в зависимости от квалификации и опыта. В связи с сокращением пришлось утилизировать внушительное количество военной техники Бундесвера немецкой народной армии. В 1996 году в армии ФРГ образован собственный спецназ. Это произошло после того, как граждан Германии пришлось спасать от геноцида в Руанде силами бельгийского спецназа.
поскольку спецподразделения Федеральной полиции ФРГ не могли задействовать в зоне боевых действий вне страны. Значимым событием для немецких вооруженных сил стало поэтапное сокращение расходов на оборону и отмена в 2011 году обязательной воинской повинности для мужчин. Со временем канцлером Ангелой Меркель и министром финансов были введены меры жесткой экономии в военной сфере из-за Великой рецессии и европейского долгового кризиса. Еще в 2011 году под руководством Томаса де Мейзьера начата масштабная реформа Бундесвера, предусматривающая дальнейшее сокращение числа военных баз и личного состава. Сухопутные войска, сведенные в корпуса, были преобразованы в 3 крупных подразделения дивизионного уровня. Всего в армии было 5 корпусов. Количество бригад сократилось с 11 до 8. Однако после 2022 года пошла обратная тенденция к наращиванию численности войск. Военные расходы Германии ниже, чем в других европейских странах, таких как Великобритания или Франция. Однако в 2015 году, после присоединения Крыма к Российской Федерации, немцы объявили о значительном увеличении расходов на оборону, составлявших всего 1,3% от ВВП. В течение последующих 5 лет они должны были вырасти на 6,2%. Реформа предусматривала увеличение численности военнослужащих до 185 тысяч человек. Этот показатель в 2024 году оказался даже перевыполнен. Также заявлялось о планах расширить парк тяжелой и легкой бронетехники, увеличить количество подводных лодок, а также разработать новый истребитель, который заменит «Торнадо». В феврале 2017 года правительство Германии снова анонсировало расширение, в результате которого к 2024 году численность профессиональных военнослужащих увеличилась на 24 тысячи человек. Для России это может быть не очень большая цифра, всего примерно 5 дивизий по штату военного времени или 9 полноценных бригад. Однако не будем забывать существенную разницу в мобилизационных возможностях разных стран и общей численности населения. Бундесвер со штаб-квартирами в Берлине, Бонне и Потсдаме состоит из нескольких видов вооруженных сил. Это сухопутные силы армии Германии, военно-морской флот, военно-воздушные силы, Люфтваффе, Объединенная служба поддержки, Объединенная медицинская служба, служба кибербезопасности и информатизации. С 1996 года в Германии существуют собственные силы специального назначения. В мирное время главнокомандующий армией Германии, федеральный министр обороны и канцлер Германии во время войны. Несмотря на приостановку призыва, окончательная воинская повинность не отменена. Призывной возраст 17 лет. Бундестаг должен одобрить любое развертывание войск за границей простым большинством голосов. Это привело к некоторому недовольству союзников ФРГ по поводу отправки войск в Афганистан, поскольку в Германии относительно трудно добиться парламентского согласия по остросоциальным вопросам. В октябре 2000 года по рекомендации комиссии по реформированию Бундесвера создана Объединенная служба поддержки для концентрации логистических и других вспомогательных функций, таких как военная полиция, снабжение и связь, медицинское обеспечение, все под одним командованием. Боевые подразделения сухопутных войск собраны в 3 дивизии и входят в состав многонациональных командных структур с корпусным подчинением. Военно-воздушные силы имеют в составе 3 дивизии, а военно-морской флот состоит из 2 флотилий. Объединенная служба поддержки и Объединенная медицинская служба организованы в 4 региональных командования с идентичной структурой. Все эти структуры имеют в своем составе подразделения по подготовке и снабжению. Роль Бундесвера описана в Конституции Германии как сугубо оборонительная. С 1990 года его главной задачей была борьба со стихийными бедствиями, то есть оказание помощи после природных катаклизмов как в самой Германии, так и за рубежом. Спецподразделения Федеральная разведывательная служба участвовали в операции «Летний дождь», оказывая поддержку маджахед во время советско-афганской войны. В ходе операции спецназ был переброшен из Западной Германии в Пакистан, а затем в Афганистан. Основной задачей спецподразделений было тайное приобретение советской военной техники, включая броню для боевых вертолетов, транспортные средства, противопехотные мины, современные боеприпасы, такие как снаряды с урановым сердечником, боеголовки для ракет, приборы ночного видения и навигационные технологии. Центральное место в секретной операции занимало сотрудничество с повстанцами. Тогда Бундесвер не принимал активного участия в боевых операциях. Международная обстановка изменилась от конфронтации между Востоком и Западом к общей неопределенности и нестабильности. Оперативное командование вооруженных сил является единственным объединенным военным командованием Бундесвера. Оно контролирует все операции за рубежом страны. С начала 90-х годов Бундесвер участвовал в международных операциях бывшей Югославии, Камбоджи, Сомали и ряде других. Однако эти военные экспедиции носили локальный характер. После решения Федерального конституционного суда ФРГ в 1994 году понятие термина «оборона» было расширено и определено не только как защита границ Германии, но и как обеспечение безопасности в Германии в любой точке мира. К состоянию на 2022 год в составе Бундесвера насчитывается около 2000 военнослужащих, работающих в разных странах вне ФРГ. Так, в Косово в операции под кодовым названием СДК приняло участие 70 человек
из армии и ВВС Германии. В Южном Судане проводилась операция «Моонюс», где отметились 14 немцев. В Ливане в операции участвовали 62 человека. 325 сотрудников Бундесвера привлекались в Мали в рамках военной операции «Еутам». Наиболее значительное количество военнослужащих из ФРГ, более 1000 человек, были задействованы в военной операции под шифром «Минусма». По официальным данным, в Индийском океане Бундесвер тоже геройствовал не сильно. В операциях «Африканский рог» и «Атланта» было по 5 военных советников каждый. Кроме того, фрегат «Карлоэс» класса «Саксон» патрулировал прибрежные районы Сомали, прославившиеся своими пиратами. В военной операции «Си Гардиан» в Средиземном море приняли участие 195 человек. В операции «Ирини» всего 15. В Сирию и Ирак в разные годы в рамках операции «Даиш» командировали 225 военнослужащих Бундесвера. В Западную Сахару всего 3. В дополнение к приведенным цифрам следует отметить, что 51 летчик находится в постоянной готовности к проведению медицинских и эвакуационных мероприятий по всему миру в рамках программы «Стратегическая медицинская эвакуация». Для поддержки союзников в Ираке инструкторы Бундесвера проводили подготовку военнослужащих иракских сил безопасности за пределами Ирака в Объединенных Арабских Эмиратах. С 1994 года по 2022 год Бундесвер потерял всего около 100 военнослужащих в ходе зарубежных командировок, в том числе в Афганистане. Нетрудно заметить, что громкие заявления немецких политиков об участии военнослужащих ФРГ в военных миссиях – это не что иное, как большое преувеличение. Реального боевого опыта у Бундесвера практически нет. Как нет по причине секретности и данных об участии в потерях немецких инструкторов в ходе СВО на Украине.